Добрый день, уважаемые белорусы! За все годы своего безграничного и безнаказанного правления Лукашенко и его прислужники покрыли себя не только несмываемым позором, но и кровью безвинных белорусов. Байпол напоминает, что ни одно преступление режима не будет забыто, а все преступники рано или поздно будут привлечены к уголовной ответственности. Сегодня мы вернемся к одному из убийств, совершенных карателями диктатора, которое потрясло всю страну своим цинизмом и подлостью. Это убийство Романа Бондаренко 11 ноября 2020 года. А вы, друзья, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и пишите комментарии. Так вы поможете нам распространить эту информацию и донести правду до большего числа белорусов. Пора вернуть в нашу страну закон и правопорядок, равноправие и справедливость. Присоединяйтесь к мобилизационному плану «Перемога». Чем больше нас примет участие в реализации плана, тем скорее мы избавимся от диктатуры в нашей стране. Теперь в чат-бот плана добавлен и раздел для белорусов зарубежных, в котором любой человек, находящийся за пределами Беларуси, может зарегистрироваться и стать участником «Перемоги». Недавно киберпартизанами, виртуозно взломавшими некогда неприступные базы МВД, были опубликованы телефонные разговоры между пресс-секретарем диктатора Эйсмонт Натальей Николаевной, более известной в народе как Массандра, и командиром Минского ОМОН Балабы. Из данных записей мы все узнали, какую на самом деле цель преследовала Массандра со своими подельниками, совершая ночные рейды по минским микрорайонам и пригородам. По словам же самой Эйсмонт, ее цель – это головы белорусов, открыто бросивших вызов тирании, узурпировавшей власть и более 26 лет угнетающие белорусский народ. И 11 ноября 2020 года эти доморощенные охотники за головами, срезая под покровом ночи и прикрытием силовиков бело-красно-белые ленточки на одном из минских островков Свободы, площади Перемен, своей цели все-таки достигли, убив Романа Бондаренко, который всего лишь спросил у непрошенных гостей, зачем те уничтожают национальную символику. Сегодня, на основании новых данных, полученных благодаря киберпартизанам, мы подробно расскажем вам, кто и как планировал, а также контролировал и реализовывал карательные рейды. А специально для Генеральной прокуратуры назовем фамилии тех, кто еще в ноябре прошлого года должны были быть признаны как минимум подозреваемыми по данному уголовному делу. Начнем по порядку. 27 января этого года на своем телеграм-канале Байпол опубликовал выводы проведенной предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко. На основании имевшихся на тот момент в нашем распоряжении документов, аудиозаписей разговоров, биллингов номеров мобильных телефонов в зоне действия ретрансляторов операторов сотовой связи на месте преступления, а также оперативной информации и информации, размещенной на медиаресурсах Тутбай, Медиазона, Онлайнер и других, мы точно очертили круг лиц, причастных которых к смерти Романа без сомнения можно считать доказанным. Давайте вспомним, кто эти лица. Главная действующая группа – это банда Массандры, в составе которой в день убийства находились сама Наталья Эйсмонт, официально подрабатывающая в должности пресс-секретаря диктатора, Дмитрий Басков, прикорытный бизнесмен, а также председатель Федерации хоккея Беларуси и главный тренер хоккейной команды диктатора, Елена Казак, личный врач диктатора, Анна Эйсмонт, ведущая спортивных новостей Белтелерадиокомпании и по совместительству родная сестра фиктивного мужа Массандры, нынешнего председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, Дмитрий Шакута, личный тренер Баскова, инструктор по спецподготовке СОБРа, а в прошлом многократный чемпион мира по тайскому боксу, Павел Волчек, бывший хоккеист ХК «Юность», а ныне
хоккейный тренер и по совместительству, как и Басков, член потешной хоккейной команды диктатора, а также Жанет Волчек, супруга вышеназванного любителя плюшки. В день убийства банду Массандры, как обычно, сопровождали две группы силовой поддержки. Основная, состоящая из бойцов СОБРа, капитана Сергея Сармана, старшего группы, старших прапорщиков Евгения Тимановского и Сергея Антюфеева, а также прапорщиков Олега Буйкевича и Романа Савенко. В качестве вспомогательной силы на подстраховке действовала группа Минского ОМОН под руководством капитана милиции Руслана Кулешова. Именно Кулешов является доверенным лицом Балабы для выполнения различного рода особых поручений. И именно через Кулешова в вечер убийства Романа Бондаренки секретарь диктатора координировала действия своей банды. При этом смертей на счету карателей, развязавших войну против белорусского народа, могло быть гораздо больше. Давайте перенесемся из центрального района Минска на окраину столицы, а также вернемся немного назад, к опубликованным киберпартизанами телефонными разговорами между Эйсмонт и командиром Минского ОМОН Балабой. Да, Наталья Николаевна, здрасте. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравия желаю. Извините, пожалуйста, что я вас дергаю. А ничего, я в спортзале жду выезда вечернего, поэтому решил в зальчик зайти после службы пробежаться. Так вы поедете сейчас, да? Конечно. Моя смена сегодня, я дежурный, да. Договоримся о концепции. Мы просто тоже поедем, но мы не поздно поедем, потому что были тяжелые выходные. И как-то вот мы будем через полчаса выезжать. Так может мы заедем в какой-нибудь самый жесткий двор? Ну, сами, мы в своей компании. А давайте. А я подстрахую, буду где-то рядом. Когда нас уже побьют, но еще не до Хорошо, договорились. Где вы предполагаете, что он самый жесткий? У вас информации больше, наверное? Нет, я думаю, что у вас информации больше, но, ну, как бы, как варианты, типа, ну, понятно, мегаполис это наша постоянная точка, там, где мы с вами возле ОМА встречались. Ну, еще, я не знаю, может быть, какой-то Каскад, Боровая, и вот туда же съездить на площадь Перемен, где мы были в прошлый раз на Червякова, только пораньше посмотреть, что там они посмотрели. Ну, давайте, определяйте, с чего начнем, я готов. Ну, в общем, да, мы сейчас в 8 часов встречаемся все здесь, с победителей выезжаем. Вот. И тогда, ну, если нужно будет, то я тогда вас... Отлично, все, я на связи. Я на связи, я буду в любом случае в центре крутиться, поэтому никаких проблем нет. Спасибо. Ну, мы посмотрим же тоже, мы ж просто так не будем, не зря тут сказали. Так, вы нас, про два человека этих я помню. Вы, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, нам не перебивайте эту. Все, нет, но я знаю, что вы абсолютно ответственно относитесь к этим вещам. И я надеюсь, что сегодня охота ваша будет удачной. Но мы же тоже не сидим на месте. Просто в пятницу, когда мы ездили, или когда мы ездили, в субботу и воскресенье, весь вечер, как вы сказали, сейчас в Красную книгу из Магара занесен, это очень редкий фрукт. Это абсолютно правда. Очень редкий вид. Но буссов кружилось по городу разных, ваших, не знаю, очень-очень немало. Так мы уже, честно говоря, возмущались, что конкуренты нам мешают работать. Мать перебивают, это так называется, да? Именно мать перебивают. Мать перебивает. Таня Николаевна, я все услышал. Мы готовы, я буду в любом случае в центре крутиться. Вы мне сразу же говорите, вот примерно с чего вы начинать планируете? Примерно. Ну, сейчас в 8 часов все решим. Просто я только выбежала с работы, а наши там девчонки, ребята должны были с 7 часов мониторить начинать. Здесь 10-й, что там и как. И, ну, если вот, можно, я буду буквально вам 8:15 наберу, хорошо? Хорошо, спасибо, Дмитрий Владимирович. Спасибо, есть на связи. На связи. Данный разговор состоялся 2 ноября 2020 года. За считанные минуты до совершения карательной вылазки массандровской банды в жилищный комплекс «Новая Боровая». Чем же так примечательна именно эта вылазка, спросите вы? А тем, что несмотря на силовую поддержку СОБРа и ОМОНа, в тот вечер банда Массандры встретила достойный отпор жителей Новой Боровой, плечу к плечу вставших на защиту своих домов и своих конституционных прав. Послушайте, как 10 ноября, уже в ходе планирования рейда на площади Перемен, Эйсмонт в разговоре с Балабой жалуется на свою неудачу в Новой Боровой.
Ну, и я просто вообще, честно говоря, вот анализируя, и у меня руководитель подробно спрашивал про ситуацию, которая была в Боровой. Вообще, честно говоря, если ехать в такие точки, то вообще всем, и, наверное, с вашими в том числе, нужно договариваться о том, как действовать. Конечно, это нужно проговаривать сразу. Да. Спонтанно в такие вещи лезть не надо. Потому что тогда так и получилось. Я очень долго об этом думала, что вообще можно было сделать, ну, что вообще было не так, и что можно было сделать лучше. И, конечно, мы просто не были готовы. Мы расслабились. Последние недели нас расслабили, везде практически было спокойно. Везде все на ура, а да. тут раз и активная Здесь проблема. бах, и, конечно, я была вообще внутренне недовольна очень. Ну, так, не было какой-то удовлетворенности. Вот, поэтому, если... Николай, я все услышал, мы все сделаем, все организуем. Да. Плюс завтра у нас что? Завтра какой день? Так, завтра у нас среда. При этом даже смерть Романа Бондаренко, одного из таких ненавидимых лукашистом взмагаров, убитого карателями на завтра после данного разговора, не принесла им полного удовлетворения. Ради мести жителям Новой Боровой каратели диктатора, как и их идейные предшественники, нацисты и сталинисты, не придумали ничего лучшего, чем полностью отключить отопление и воду во всем протестном районе. Окончательно тепло и вода, перебои с которой начались еще 15 ноября, пропали 17 ноября, в день, когда Минск засыпало снегом. В местных чатах появился негласный ультиматум карателей: снимите национальную символику, дадим воду. Возможно, некоторые возразят, мол, это случайность, совпадение, вы передергиваете факты. Ну что ж, обратимся к пропагандистским каналам диктатора и вспомним, как официально отреагировал диктатор на аварийную ситуацию в Новой Боровой. К примеру, телеграм-канала Пул Первого, который ведет все та же Эйсмонт Массандре, 17 ноября 2020 года опубликовал поручение своего хозяина, продублированное затем и Геббельс ТВ. Цитируем. Взять на контроль обеспечение водой – это задача лично помощнику по Минска Барсукову и уполномоченному по столице Качановой. Казалось бы, очередная дежурная публикация, но она на самом деле проливает свет на неизвестное до этого весьма важное обстоятельство. И именно глава Совета Республики Качанова совместно с бывшим замом министра МВД и на тот момент уже помощником диктатора по Минску Барсуковым, а также пресс-секретарем Эйсман и ОМОНовцем Балабой и образуют ту идейную группу, которая по прямому поручению своего хозяина разработала диверсию с отключением тепла и водоснабжения в Новой Боровой, а также все остальные карательные операции, проведенные массандровской бандой в отношении мирных граждан. За подтверждением наших выводов давайте обратимся к словам самого болтливого пресс-секретаря. Послушайте, о чем, будучи 6-7 ноября 2020 года в командировке по случаю запуска диктатором атомной бомбы в Островце, Эйсман договаривается с Балабой. Алло. Алло. Да. Слышите меня? А вам Наталья Ивановна звонила? Нет, конечно, нет. Должна, в смысле, должна где-то... В общем, есть поручение важное очень для... ей поступило и мне, и вам, и Александру Петровичу. Есть. Примерно по той Я тематике, сейчас нахожусь в центре, в районе Макдональдса, может быть, куда-то подъехать. Я на Октябрьской площади сейчас. Дмитрий Владимирович, а я сейчас нахожусь в Островце, и Юрий Хаджимуратович рядом. А вот так вот? Владимирович. Все, я понял. Да. Огромный привет ему от меня. Вам огромный привет, и вам тоже. Спасибо огромное. Что, может, Наталья Ивановна вам скажет тогда. Я просто вернусь поздно, где-то к 9 в Минск. Вот. Просто там сказано было, что нам надо все очень хорошо сделать. Вот. Тогда посмотрим, надо просто обязательно переговорить и спланировать. Это надо в начале недели. Во сколько нужно сегодня переговорить, где встретиться? Сегодня нужно сделать это или завтра можно? Нет, сделать сегодня вообще это нужно на следующей неделе. Но вопрос все, никаких проблем нет. Буду уезжать в Островец опять. Упомянутые в этом разговоре Наталья Ивановна и есть та самая Качанова, а Александр Петрович тот самый Барсуков. И всем им, включая саму Эйсмонт, оказывается, там было сказано, догадайтесь кем, что на предстоящей неделе надо все очень хорошо сделать.
И поэтому им очень срочно нужна помощь командира Минского ОМОН, полковника милиции Балабы. Слушаем дальше. Телефонный разговор все тех же действующих лиц на следующий день, 7 ноября. Дмитрий Владимирович. Добрый вечер, Наталья Николаевна. Добрый. Вы скажите, пожалуйста, что вы сегодня планируете? Так, мы еще пока не знаем, что мы сегодня планируем. Вот в чем вопрос. Мы еще только недавно приехали из командировки из Островца. Да. Так, вот, поэтому пока еще у нас небольшой вопрос. Сейчас будем его выяснять. Ну, планируете во сколько-то встречаться для обсуждения? Я к тому, чтобы подъехать, вы говорили, нам нужно переговорить по каким-то вопросам. Нет, да, вообще я планировала, главное, с вами, и мы с Александром Петровичем тоже вчера разговаривали, потом тоже вечером, что как бы по главному вопросу нам как бы втроем переговорить, чтобы что-то подумать, и в понедельник утром уже, ну, у каждого были какие-то предложения и сварить какую-то кашу. Вот. Все понятно. Вот это даже главнее, чем все остальные вопросы. Все ясно. Во сколько могу вас сегодня увидеть? Я потому что все равно буду на работе сегодня. Так, Дмитрий Владимирович, вы мне лучше скажите, потому что я вот только-только возвращаюсь, ну, еще не в Минске даже. Да. Вы мне лучше скажите, до скольки вы сегодня будете на работе? Ну, там, где-нибудь в центре города. Ну, до 9, до 10. Ну, часов до 11 я планирую быть однозначно. До 11, да? Завтра, ну, общем... завтра просто к 8 на работу, там более ранний выезд. Поэтому не, ну понятно, завтра там даже не обсуждается. А до 11 я буду в городе. Все, тогда в любом случае я вернусь, и там как бы ни было, поедем мы куда-то, не поедем, там тоже есть свои нюансы, именно в связи с тем, что мы должны с вами обсудить. Все понятно. Поэтому у нас тоже немножко смешались планы у нашей команды. Вот, поэтому, если что, то я или сама подъеду на своей машине, или меня кто-то подвезет. Я на колесах, мне гораздо проще, никаких проблем. Куда надо, я подъеду. Да, нам надо в любом случае встретиться и обсудить, потому что в понедельник утром Наталья Ивановна уже захочет слушать предложение. И опять звучит все та же тема. Даны конкретные поручения. В связи с чем Эйсман, Барсукову и Балабе нужно срочно встретиться. Втроем выработать предложение и в понедельник утром представить их на рассмотрение Качановой. Таким образом и вырисовывается тот самый ближний и доверенный круг диктатора по особым поручениям. Две придворные и безгранично преданные ему дамы – Качанова и Эйсмонт, а также два силовика из МВД – Барсуков и Балаба. Именно эти лица планировали и обеспечивали реализацию тех самых гопнических налетов на спальные кварталы Минска и его пригорода, дабы исполнить конкретные поручения своего хозяина. Жесточайше наказать и отомстить всем, кто осмелился поднять голову под ударами кнута и открыто сказать «Уходи». И именно этим организаторам превращения Новой Боровой в концлагерь под открытым небом, Качановой и Барсукову, диктатор поручает взять ситуацию с теплом и водой под контроль. Чего тут больше? Цинизма и ненависти к белорусскому народу? Или больной фантазии и неадекватности? А может и того, и другого? И, кстати, да, именно Качанова, намеренно оставившая в ноябре прошлого года целый микрорайон со школами и детсадами в минусовую температуру, без воды и теплоснабжения, за 2,5 месяца до этого лицемерно призывала белорусов к единству. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более 1000 человек под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям. Очевидно, всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение. Мы не должны разрушать собственными руками все, что мы создали за годы независимости нашей страны. Нам нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей. От имени депутатского корпуса Белоруссии я призываю всех остановиться. Будем благоразумны. Ну и небольшой, но красноречивый факт из биографии еще одного из названных доверенных лиц диктатора. Как и Балаба, начинал Барсуков свое восхождение по милицейской лестнице в Минском ОМОНе, переведясь туда из УВД Гомельского облсполкома.
Именно его подразделение непосредственно отвечало за охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий 30 мая 1999 года, обернувшихся всем известной трагедией на Немиге. Посмотрите, как, будучи еще подтянутым майором, командиром оперативной роты отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома, Барсуков бойко докладывает начинающему диктатору обстоятельства массовой давки, унесшей 53 жизни. Потом 10 минут, тогда удержали только основной поток, мы немножко оттеснили и начали сразу людей вытаскивать. Вот так, мы их вытаскивали и несли туда, и тут же сами падали, потому что все было. То, что можно было. В районе 5-10 минут мы не успели, основная масса просто это все накрыла, и все. Вот здесь лежало человек 300 с чем-то. Лежали просто. Вот они просто лежали, один пласт, второй пласт. Первый пласт мы выносили еще живые. Вторые уже сидели, там оказывали помощь, сразу сотрудники, все врачи, даже люди помогали. Второй уже, что делали тут. Все это зависит, все делали у нас. И сами же все это на глазах у нас происходило. Как и у многих преданных лукашистов, стремительный карьерный рост Барсукова начался с крови и смерти. Примечательно, что именно после трагедии на Немиге, уже 10.08.1999, он был назначен на должность заместителя начальника Центрального РОВД города Минска, начальника милиции общественной безопасности и специальной милиции. Дальше выше. Ну а теперь самое время вернуться к главной теме нашего видеосюжета – обстоятельствам гибели Романа Бондаренко. Итак, получив по соплям 2 ноября от жителей Новой Боровой и нагоняя своего хозяина за расхлябанность, 10 ноября Наталья Эйсмонт принялась за планирование серьезного, по ее собственному выражению, рейда против сторонников БЧБ-ленточек. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Можете говорить? Конечно. Я в кабинете. Если вы в кабинете где-то, я могу вам набрать. Не, я вот выбегаю как раз из дворца независимости. Бегу к Наталье Ивановне на совещание. Звоню вам пожаловаться, что на меня наехали. Не, так. Просто мне тут раскритиковали, что еще события не закончились, а я уже много отдыхаю по вечерам вместо того, чтобы, вот так вот. Чтобы работать. Это надо срочно исправлять. Да, Дмитрий Ильич, собственно, поэтому вам и звоню. Мы же действительно с того вот понедельника, честно говоря, такой график был у государства, и Островце 2 дня, и метро, и все, конечно. Только этим мы занимались. Ну и потом автопробег еще я помогала организовать. В общем, чисто так, у вас кое-что попросить. У нас... мы тут с ребятами уже все состыковались с нашими, с ХИСами и всеми остальными. И на завтра. Так, по-серьезному. по... Давайте организовываем серьезный рейд, и все, чтобы уже... Да. По поводу Боровой нет, наверное, там же, нет пока. Я думаю. А вот по всем остальным мы планируем. Я что хочу у вас попросить. С учетом того, у нас тут еще просто вот сейчас выяснилось, что весь СОБР, который с нами работает, кроме Сакуты, он у нас по приглашению, скажем, по гражданке, а все остальные ребята, которые все время с нами работают, они все меняются, все полностью. Уже с вчерашнего дня, они там их куда-то там отпуск или куда отправили, понятно. Все сами ребята жалеют и плачут, как и есть. Я хотела у вас попросить, может быть, вы тогда нам, дадите вот ваших тех ребят, которые с нами в прошлый раз работали на подстраховку, по крайней мере, они нас уже знают, потому что сейчас у нас... Никаких проблем нету в этом. Именно вы хотите ту же группу? Они тогда хорошо так нам помогли и, в принципе, вникли во всю специфику. Наталья Николаевна, в ОМОНе все такие ребята, у нас других нет. Тогда вы... Я услышал ваше пожелание, будет та же группа. Я не поняла про СОБР вообще, хотя мне Кубраков наоборот говорил, что все, с вами должны работать одни и те же, раз они вас устраивают. А сейчас получилось по-другому. Ладно, что там уже говорить. Просто мы завтра планируем, я надеюсь, что серьезно, я не люблю, когда меня критикуют. Все, я услышал, Наталья Николаевна, значит, мы все сделаем. Единственное, конечно, как сказать, хотелось бы, чтобы если... Моя группа будет вместе с вами, вместо СОБРа, я так понимаю, или нет. И СОБРа будут ребята.
Все, я понял. Нет, все тем же Все, самым договорились, порядком. тогда с Димой Шакутой тот же человек созвонится. Все, группа будет та же, которая была в прошлый раз. Я сейчас планирую это все. Спасибо большое. Просто я и волнуюсь, что СОБР внутри новый, они вообще ничего не знают и не понимают, а объяснить это тоже сложно. У нас так много каких-то спонтанных вещей и ситуаций. Так надо более серьезное взаимодействие организовывать с отрядом милиции особого назначения, и все. Обратили внимание, с чего начинает свой разговор Эйсмонт Массандре? Звоню вам пожаловаться, что на меня тут так наехали. Просто меня тут раскритиковали, что еще события не закончились, а я уже много отдыхаю по вечерам. И кто же, вы думаете, может позволить себе наехать на личного секретаря самопровозглашенного президента? Да никто, кроме него самого. Вот вам и еще одно свидетельство того, что именно сам Лукашенко и является главным заказчиком карательных вылазок массандровской банды. Стремясь реабилитироваться в глазах хозяина проведением безупречно мощного рейда по устрашению змагаров, Эйсмонт на сей раз весьма обеспокоена тем фактом, что бойцы основной группы силовой поддержки ее банды, СОБРа, несмотря на обещания министра МВД Кубракова, каждый раз сменяются и не успевают вникнуть в специфику их деятельности. Того и гляди, поставят под угрозу успех карательной операции, на которую у любительницы вина известной крымской марки столько надежд. Как говорится, накаркало. Ведь именно бойцы СОБРа и причинили смертельные травмы Роману, от которых он, не приходя в сознание, скончался в ночь с 11 на 12 ноября в больнице скорой медицинской помощи города Минска. Это те самые нашумевшие кадры с площади перемен, опубликованные в свое время ресурсами Тутбай, онлайнером и медиазоной. Вот человек в сером спортивном костюме и жилетке, впоследствии опознанный как Дмитрий Шакута, подбегает к Роману и валит того на землю. А на этих кадрах мы видим, как к удерживаемому Шакутой Бондаренко подбегают еще трое мужчин, поднимают Романа с земли и насильно уносят с площади перемен на угол улицы Каховской, где к ним подъезжает серебристый микроавтобус. При этом перед погрузкой плененного Романа в бус один из указанных мужчин, самый крупный по габаритам, с головным убором в виде шапки с помпоном, что соответствует описанию присутствовавшего на месте преступления бойца СОБРа Евгения Тимановского, удерживая Романа за ноги, приподнял его и резко опустил вниз, ударив головой о землю. Еще в январе в ходе проведенной предварительной проверки по факту гибели Романа Бондаренко мы установили, что данный серебристый микроавтобус с регистрационным знаком АВ-6682-6 принадлежит специальному отряду быстрого реагирования войсковой части 3032. Вот этот бус вблизи на одной из операций СОБРа. Примечательно, что указанный регистрационный знак раньше был закреплен за автомобилем ПАС, госучреждение дополнительного образования, областной центр творчества Могилева, и был снят с учета ГАИ еще 23.03.2017. Впрочем, когда в стране не до законов, стоит ли удивляться тому факту, что более 3 лет СОБР разъезжал по столице на автомобиле с липовыми номерами. Но вернемся к событиям трагического вечера 11 ноября. Известно, что после того, как Романа поместили в микроавтобус СОБРа, данный автомобиль еще 20 минут стоял на Каховской. Затем в 22:40 ненадолго отъехал, вернулся через пару минут и окончательно покинул площадь перемен в 22:55, когда банда Массандры закончила срезать ленточки с забора. Но если СОБР крутился туда-сюда, то где же все это время находилась группа ОМОНа, которую Балаба пообещал Эйсмонт для подстраховки? Сидела в засаде. Послушайте, как старший указанной группы Руслан Кулешов докладывает Балабе обстановку на площади перемен в 22:13, то есть непосредственно перед самым захватом Романа Бондаренко. Да, товарищ полковник. Ну что, Руслан? Ну, мы здесь на Червякова. Пошли девчонки туда резать, пока ждем. Вроде тишина. На Мурале тишина, никого нет вообще? Да, да. Ну, что там гавкают с окон, но никто не выходит. Это что они гавкают? Ага. Пускай гавкают. Да, согласен. Ты ВКонтакте там вы 2 группами гоняете, да?
Да, да, здесь мы все вместе. Хорошо. Угу. Как мы указывали в результатах проведенной предварительной проверки, основываясь на имевшейся у нас тогда оперативной информации, в Центральный РУВД города Минска Роман Бондаренко был доставлен в 22:58. И сделали это сотрудники Минского ОМОН. В подтверждение этих выводов сегодня мы представляем телефонный разговор командира взвода ОМОН Кулешова с Балабой, который состоялся в 23 часа 32 минуты 11 ноября прошлого года. Да, Руслан. Товарищ полковник, там СОБР задерживал на Червякова человека, он там бухой на них кидался. Мы его доставляли в Центральное. Так, там дежурка уже звонила, спрашивала, что как. Ну, собственно, мы-то его не задерживали, просто доставили. Ну, вроде как там все нормально. Нет. Ага, на всякий Все случай. доставили, там они ж в теме, все в курсе. Да. Тому никаких проблем нет, доставили, пускай разбираются там по ним. Да. А сильно там бухой на Червякова? Да, мы его пока везли, он заснул. Красавчик. Бухой Ну, вы хоть его конкретно, да. подснимали трохи, не? А он уже есть видео, снимали на жители местные, уже на нефту выкинули. На нефте уже есть? Да, уже мы смотрели, есть там, как он волтузился. А с кем он там волтузился? С пацанами? Кидался пиццей? Да. По-моему, с Димой, я так понял. Судя по виду. Шакутой? Ну. Сейчас полезет. Добро, давай. Ага. Главное, на что следует обратить внимание в данном разговоре, это то, как старший группы ОМОН Кулешов описывает состояние Романа Бондаренко в момент, когда они получили его из рук бойцов СОБРа. Бухой конкретно. Пока везли, он заснул. Но мы-то все знаем, что Роман в тот вечер был абсолютно трезв. И сколько бы ни изгалялось над убитым пропагандой диктатор лично, факт остается фактом. Результаты исследований биологических образцов крови и мочи Романа Бондаренко, проведенных сразу по поступлению его в больницу скорой медицинской помощи в ночь на 12 ноября, зафиксировали: следы алкоголя в организме не обнаружены. Из всего этого следует однозначный вывод, что в момент передачи Романа Бондаренко бойцами СОБРа в руки сотрудников ОМОН тот уже находился в тяжелейшем состоянии, вызванном полученной черепно-мозговой травмой. Именно отсюда и восприятие его физического состояния ОМОНовцами как сильного алкогольного опьянения. Таким же состояние Романа, кстати, первоначально определили и сотрудники дежурно-оперативной службы Центрального РУВД города Минска, когда в 23:04 впервые вызвали ему бригаду скорой медицинской помощи. Куда беспокоит? Мужчин посмотреть в алкогольном сильном. Орловская, 58, да. телефон, с которого вы сейчас звоните, Здравствуйте. стандартно. Знаете его данные? Нет, устанавливаем. На вид около 30. А он разговаривает, не говорил, что там не Нет, болеет не ковидом? Орловская, 58-1, ожидайте. Спасибо. Но уже буквально через пару минут сотрудники сообразили, что истинная причина нахождения задержанного в бессознательном состоянии совершенно иная. Скорая сеть. Радио беспокоит вас. У нас молодой человек находится в сознательном состоянии сейчас. Без сознания или теряют? Без сознания. Без сознания? РУВД какое? Центральный раздел. РУВД Данных центральный. я вам не скажу о нем. Сколько лет? Приблизительно около 30-35 вот так. Не в алкогольном? Не алкогольный. Вызов принят 23:08. Уже в 7:54 утра на следующий день, после захвата и жестокого избиения Романа, главного минского ОМОНовца Балабу разбудил телефонный звонок оперативного дежурного ОМОН ГУВД капитана милиции Геннадия Молоша. Да. Здравия желаю, товарищ полковник, дежурный Молош. Товарищ полковник, позвонила дежурка ГУВД, сказала, попросила, чтобы вы набрали генерала.
Так, по вот этому доставленному, то, что вы мне писали, что там? У него тяжкие телесные повреждения, ЧМТ тяжелой степени. Ему трепанацию черепа сделали БСМП. Ёб твою мать. Вот. 89-го года рождения. Фамилия Бондаренко Роман Игоревич. Наши его только забрали. Да, забрали, с буса СОБРа забрали в наш бус и завезли в центральный РУВД. Все понятно. Хорошо. А он не жаловался по дороге, ничего? Ну, жаловался. Вообще они думали, что он в пьяном состоянии был. Ну, как оказалось, что плохо. Ну, плохо было, да. Все понятно. Хорошо. Добро есть. И вновь мы слышим доклад о тех же обстоятельствах. СОБР передал Романа Бондаренко в крайне тяжелом состоянии. По дороге избитый Роман жаловался на свое самочувствие, но его воспринимали как в стельку пьяного. Понимая, что произошло ЧП с очевидной перспективой уголовно-процессуального разбирательства, дежурная служба ГУВД не отважилась доложить о ночном происшествии своему начальнику, генерал-майору милиции Грибу, и перевела стрелки по данному вопросу на командира Минского ОМОН, полковника милиции Балабу. Разумеется, ведь это его подчиненные последними контактировали с тяжело травмированным Романом. В 7:56 уже Балаба звонит с докладом о происшествии на площади Перемен Грибу. Алло. Товарищ генерал, здравия желаю, Балаба. Да, доброе утро. Товарищ генерал, ночную ситуацию решите доложить. Да. Только что вот разбирался. Драка на площади Перемен. Забрали у СОБРа из буса человека. Думали, да, это СОБР был. У СОБРа из буса доставили человека, доставили в центральный. Командир группы уверяет, говорит, думал, что был пьяный. Поэтому доставили в центральный, передали, уехали. Ну и дальше дорабатывали. Я сам, в принципе, был где-то на Дзержинское, уехал около часа ночи. Это команды. С какой команды? Я вам докладывал. А, то в телефоны записывал, да? Да, именно так. Ну, ясно. Я так понимаю, там тоже было, да? Да, конечно. Именно там была и драка, и есть на видео, там, ну, я так предполагаю, что это Шакута там где-то приложился. Уже несколько видюшек есть в интернете. Наши его пальцем не трогали, ты чего? Ясно. Значит, то есть, короче, передают СОБРа, правильно? Да. Ясно. Мы подъехали на бусе, забрали у СОБРа, доставили в центральный. Все. Ясно. А звонок был, я так понимаю, этот номер телефона, который я записывал, да? Да, именно так. Ну, лично вам, правильно? Да, конечно. Ясно. Звонок, когда подъехать, я группу до этого свел напрямую с СОБРом, а звонок не был вчера. Все ясно, понятно. Ага, а я там работал совместно с СОБР. Они постоянно их прикрывают, с ними группа все время. Все понятно. Наша задача подстраховка, если большое количество, ну и забрать, доставить. Таким образом. Все понятно. Хорошо. Больше ничего вы не знаете, правильно я так понимаю? Нет, больше ничего, но знаю, что по телесным там есть. Ясно. Хорошо, принял. Есть. И вот она, итоговая картина обстоятельств убийства Романа Бондаренко, вытекающая из разговора названных высокопоставленных милицейских чинов. 11 ноября 2020 года на площади Перемен работала банда под предводительством С, как завуалированно обозначил в разговоре генерал Гриб секретаря диктатора Эйсман. В ходе своей так называемой работы банда устроила драку с местными жителями, в которой отличился Шакута. При этом действовали налетчики, как и всегда, при силовой поддержке СОБРа, бойцы которого в итоге и передали Романа Бондаренко из своего буса подчиненным Балабы для доставления в центральный РУВД города Минска, уже в состоянии, ошибочно воспринятым сотрудниками ОМОН как алкогольное опьянение. При этом Балаба акцентирует внимание начальника ГУВД на том, что его подчиненные всегда действуют только на подстраховке, а Бондаренко они в тот вечер даже пальцем не трогали. Отдельно стоит отметить следующую деталь указанного разговора Балабы и Гриба.
Несмотря на всю серьезность происшествия, которое произошло с бандой Массандри, карательная операция продолжилась, отправившись с площади Перемен на проспект Дзержинского в жилищный комплекс «Мегаполис», где к ней присоединился уже и сам Балаба. Да, это СОБР был. У СОБРа из БУСа доставили человека, доставили в центральный. Командир группы уверяет, говорит, думал, что был пьяный. Поэтому доставили в центральный, передали, уехали. Ну и дальше дорабатывали. Я сам, в принципе, был где-то на Дзержинское, уехал около часа ночи. Это команды. А теперь, сопоставив все озвученные факты, давайте ответим на главный вопрос. Кто же непосредственно мог причинить Роману Бондаренко телесные повреждения в виде травматического субдурального кровоизлияния, повлекшей его смерть? На текущий момент достоверно установлено, что первым, кто вечером 11 ноября применил к Роману физическое насилие, был Дмитрий Шакута. Вторым таким подозреваемым является боец СОБРа, старший прапорщик Евгений Тимановский, который перед погрузкой Романа в служебный бус умышленно ударил его головой о землю. В круг подозреваемых, безусловно, подлежат включению и все остальные члены СОБРа, в чьем служебном бусе Роман провел более 20 минут до передачи его в тяжелейшем состоянии сотрудникам ОМОН. Напомним, это старший группы капитан Сергей Сарман, водитель буса старший прапорщик Сергей Антюфеев, а также прапорщики Олег Буйкевич и Роман Савенко. Отметим, что принимая решение о возбуждении уголовного дела 18 февраля этого года, даже Генеральная прокуратура, несмотря на все ее потуги похоронить материалы проверки по факту смерти Романа Бондаренко, скрипя зубами, признала доказанным тот факт, что телесные повреждения Роману, от которых он скончался, были причинены ему сторонним лицом. Действия этого неустановленного лица квалифицированы как умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Но где есть скрип зубов, есть и преступная слепота, и не менее преступное покрывание убийств. В своем сообщении для общественности о возбуждении уголовного дела под восклицательным знаком красного цвета лицемерные Шерлоки Холмсы из бесхребетной прокуратуры поспешили заявить, что причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена. Схватили здоровым сотрудники, не выпуская из плена, доставили в больницу смертельно избитым сотрудники, но причастность сотрудников к преступлению нет, не установлена. Логика, совесть, честность и честь? Ну что вы, в стране, где не до законов, в фаворе подлость, цинизм и лицемерие. Кого же на протяжении более 7 месяцев с момента возбуждения уголовного дела могла установить в качестве виновного лица Генпрокуратура, если она сразу отмела версию о причастности к гибели Романа сотрудников органов внутренних дел? Правильно, никого. Помните, как все задавались немым вопросом? Почему дело об убийстве Романа Бондаренко более 3 месяцев никак не заводят, а вот уголовное дело против врача Артема Сорокина и журналистки Тутбай Катерины Борисевич, рассказавших правду о том, что Роман был абсолютно трезв, завели уже через неделю после смерти Романа? С подобным подходом надеяться на результаты официального расследования нет абсолютно никаких оснований. Впрочем, тут стоит упомянуть о заведомо ложных свидетельских показаниях полковника милиции Балаба и его подчиненных во главе с командиром взвода, капитаном милиции Русланом Кулешовым. Возможно, эта ложь завела в тупик ход расследования. В таком случае, в качестве правовой помощи органу предварительного расследования по установлению истины по указанному уголовному делу мы публикуем телефонные разговоры Балаба и Кулешова о том, как они умышленно исказили известную им информацию об обстоятельствах гибели Романа Бондаренко. Да, товарищ полковник. Руслан, смотри, задача какая. Сейчас нужно будет, давай с тобой по порядку проговорим. Просит следствие быстро вас опроситься. Ну вот так, как ты мне докладывал, да? Там ситуация. Получили вызов по 102.
нести службу там-то, там-то. Подъехали, увидели тело, которое там в районе остановки, где вы там его забирали? В районе остановочного пункта, блядь. Да. В невменяемом состоянии, оценили ситуацию, приняли решение, думали, что находится в состоянии алкогольного опьянения, доставили в Центральное районное управление, передали, убыли нести службу дальше. Вот понял. Несколько там не рассусоливая, так как было на самом деле, понятно? Сам и с тобой пару человек, но это нужно сделать очень оперативно. Подумай, во сколько ты это все сможешь сделать. Мне звонил замначальника следствия города. В городской, да? Я понял. А с кем связаться там, кому обращаться? Ты мне уточни, во сколько ты будешь готов. Я сейчас наберу ему и скажу, во сколько вы подъедете. Я здесь на базе, сейчас я пару человек подниму. Так, давай, пару человек. Да, к часу успеем. К часу успеете или нужно позже? Успеем, я думаю. Но там с часу до 2 обед у них или что-то. Все, я услышал. Сейчас все определимся. Я уже подъезжаю на базу. Давай на связь. Хорошо, я тоже на базе. А теперь послушайте, как Кулешов в этот же день в 22:24 отчитывается перед Балабой, как он исполнил приказ последнего о даче ложных пояснений по обстоятельствам доставления Романа Бондаренко в Центральный РУВД. Да, Руслан. Товарищ полковник из ГУСБ звонил Безюк, такой Андрей Александрович, сегодня дежурный. Уточнял по этой ситуации вчерашней. Ну, что я ему объяснил, как было дело, и все, сказал, хорошо. Ну, так, как давал показания, правильно? Да, естественно. Еще раз расскажи, как ты давал показания. Несли службу в Центральном районе. Примерно в 22:30 поступила по станции визит, что драка на Червякова 60. Мы были туда, крутанулись по месту, драки не обнаружили, там видели, УАЗик милицейский ездил, и потом назад, когда уезжали, увидели, тело лежит. Подошли, посмотрели, человек без сознания, запах алкоголя чувствовался. Храпел, как будто спал, то есть, реально, как будто он там пьяный был. Все, связались с УГС нашей, они связались с Брестом, Брест дал команду доставлять в Центральный. Завезли в Центральный, центральники вызвали скорую, все, мы уехали. Все понятно. Единственное, что не сделать, конечно, надо было подснять. Но это в любом случае все время надо снять. Уже, блядь, сколько раз мы на эту тему общаемся. Хорошо. Все ясно, все, вопросов нет. Так занимаемся дальше. Давайте. Вот так вот. Просто прибыли по вызову о драке, нашли зачинщика на остановке пьяным без чувств и доставили для разбирательства в Центральный РУВД. И, конечно же, ни слова про приказ о сопровождении команды Эйсмонт, о драке Шакуты с Бондаренко и получении Романа в свои руки в тяжелейшем состоянии непосредственно от бойцов СОБР. Как бы ни извивались преступники, пазл сложился. Смерть Романа Бондаренко, безусловно, лежит на совести лично диктатора и его придворных слуг в лице Качановой, Барсукова, Эйсман, а также иных упомянутых нами сегодня карателей. Но непосредственно уголовную ответственность за гибель Романа понесут рядовые верные псы режима, которые бездумно выполняют любой отданный им приказ, в том числе заведомо преступный. Шакута, Тимановский, Сарман, Антюфеев, Буйкевич и Савенко. Ваша причастность к убийству Романа Бондаренко достоверно установлена. И сегодня остается лишь определить степень виновности каждого из вас в этом преступлении, на основании чего вам и будет определена индивидуальная мера уголовной ответственности за содеянное. Единственное обстоятельство, которое еще имеет какое-то значение в данном вопросе, это как скоро и насколько искренне каждый из вас решится рассказать правду о событиях 11 ноября на площади Перемен. Задумайтесь над этим. Ваше будущее уже предопределено. Белорусы, никто кроме нас не демонтирует этот преступный режим. Присоединяйтесь к мобилизационному плану Перемога. Рассказывайте о нем друзьям, родственникам и близким. Пришло время отстоять себя и нашу страну. Живе Беларусь! Внутри, прыгай выше неба, брат и сестра.
Шум, гам, воины света, воины добра охраняют лето, бьется до утра. Воины добра, воины света, к